Цикл Фатура. Черный шар. Я только успел налить себе суп, как Маша сказала: «Видишь черную точку возле люстры?» Я поднял глаза. Действительно, в некоторых сантиметрах от лампочки неподвижно висела крохотная черная точка. «Муха, наверное», — сказал я. «Нет», — ответила Маша, — «не похоже. Посмотри, она, кажется, становится больше». Я подавил раздражение. Вечно этой дури что-нибудь мерещится, и сказал: «Да какая разница? Ешь давай, остынет». «Саш, мне она не нравится». «О боже мой», — подумал я опять. Маша сказала: «Это просто черная точка». «Что в ней плохого? Она же ничего не делает». «Не знаю», — сказала Маша, — «мне просто неуютно. Я никогда таких штук не видела». «Ты вообще в своей жизни мало что видела», — сказала. «Забудь о точке и ешь суп». Некоторое время мы ели молча. Наконец Маша отложила ложку. «Все-таки я лучше позвоню папе», — сказала она. «Может быть, он знает, что это такое». «Не смей», — сказал я, — «я не хочу его видеть. Но он, наверное, все объяснит». Я сказал «нет». Маша замолчала и посмотрела на точку. Действительно, она увеличилась. И сначала она была с булавочную головку, теперь она сравнялась размером с мячиком для пинг-понга. Почему-то мне казалось это нормальным. Растет и растет, хуже от этого никому не будет. «Запомни, Маша», — сказал я, — «если ты хочешь оставаться со мной в хороших отношениях, никогда, ты слышишь, никогда не приглашай сюда своего отца. Хватит с меня, понятно?» «Хорошо», — кивнула Маша. Однако я знал, что она врет. Стоит мне уйти, и она позвонит отцу. Тот приедет, и все начнется по-старому. «Хорошо», — повторила Маша. «Я потерплю эту штуку. В конце концов, она же ничего не делает, так ведь?» «Да», — сказала я, — «абсолютно ничего. Только растет потихоньку». «Да», — сказала я, — «просто потихоньку растет». «Ты против?» «Я?» – переспросила Маша. «Нет, что ты. Просто знаешь, такое не каждый день случается». «Верно», – согласился я. «Но это не значит, что мы должны звонить твоему отцу всякий раз, как что-то происходит». «Не должны», – согласилась Маша. «Ну знаешь, давай я ему все-таки позвоню. Ну так, на всякий случай». «Нет», – сказал я. «Ну, Саша», – сказала она, – «это же поможет». «Нет», – сказал я. «Саша, посмотри». Я взглянул наверх, увидел, что шар достиг размеров футбольного мяча. Это немного настораживало, однако дальше он пока что не рос. «И», — сказал я, но Маши уже не было в комнате. Из коридора доносился торопливый писк набираемого номера. Я различал 5, 9, 3 номера и отца. Дальнейшее я помню плохо. Под рукой у меня оказался молоток, и она даже не успела вскрикнуть, так быстро все получилось. С молотком на руке я стоял над трупом своей жены. Кровь уже установилась, а та, что вытекла, питалась ковер. Надо было куда-то прятать тело. Я посмотрел на шар, и почему-то мне показалось, что это на лучшее место. Он небольшой, но тело наверняка в нем поместится, решил я. Я поднял труп жены и приблизился к шару. Он неподвижно висел в центре комнаты. Абсолютно черный и словно невесомый. Тем не менее, когда я для пробы погрузил в него ноги трупа, он оказался вполне материальным. Было такое чувство, словно я пытаюсь запихнуть жену в колодец, доверху заполненный илом. Вещество, из которого состоял шар, несомненно, обладало массой. Почему же он тогда не отбрасывал тени? Почему? «Не думай об этом», — сказал я себе. «Твоя задача сейчас избавиться от тела. Вот и занимайся ею. Видишь этот шар? Вполне удобная штука. Вот так еще немного есть». Тела больше не было. Вернее, оно по-прежнему оставалось, но уже заключенный в черный шар. «Зародышевый ци, вот на что похоже», — подумал я. Непроницаемая черная скорлупа, и только я знаю, что из него может вылупиться. С этой мыслью я прилег отдохнуть, совесть меня не мучила. То, что я сделал, следовало сделать давно. Раскроить сучке голову, отправить ее на корм червям. Я всегда ее ненавидел с первого же дня свадьбы. Она шантажировала меня ребенком. А потом оказалось, что ее беременность – вранье, как и все остальное. Правда была лишь в том, что ее отец был крупной шишкой в местной администрации. Он пригрозил мне, что если я брошу его дочь, то схлопочу 10, не меньше.
А за что надеяться, у него хорошие связи в полиции. Старику нравилось меня мучить. Он выбил для нас квартиру, подарил машину, периодически подбрасывал денег. Все это с издевкой, сам я, мол, не способен обеспечить семью. Частенько он заходил к нам, пил водку, спрашивал Машу: «Ну на кой черт тебе он сдался? Посмотри на него, это же нуль». Но я понимал, любовь, да, любишь его. «Люблю», — отвечала Маша, и смотрела на меня так, словно я был ее любимой вещицей. Она владела мной, уж это ее отец понимал прекрасно. Я никогда не вырвался бы из ее власти, если бы не этот черный шар. Странное дело, чем глубже я погружался в сон, тем меньше боялся этого шара. Он ведь помог мне, скрыл следы моего преступления. Какая разница, понимаю ли я, что это или нет? Если он злой, и я и зло готов благодарить от всего сердца, пусть он висит посреди гостиной, если ему так нравится. Главное, чтобы о нем никто не узнал. Но утром мои надежды рухнули. Я вышел во двор покурить, и Савельич вахтер спросил: «Ну как шарик-то на месте?» А то из дома управления приходили, спрашивали. Что, не понял я, какой еще шарик? Да обычный черный такой. Меня прошиб холодный пот. Откуда он знает? «Да вы не волнуйтесь», — сказал Савельич. «Об этом уже все знают, в газете же написали». Он протянул мне газету, и на первой полосе я прочел: «Сенсация. В квартире гражданина Кисловского, проживающего по адресу улица Клюквенная, дом 12, квартира 47, появился черный шар. Предназначение шара неизвестно, ведется расследование». «Опять на глупости деньги тратит», — проговорил Савельич. «Нет, чтобы трубы починить. Шары изучает. Мешает он вам, что ли?» «Да нет», — сказала растерянно. «Просто немного непонятно, вот и все». «Ха», — сказал Савельич, — «непонятно. А что все должно быть понятно? Вам что, легче будет, если все понимать станете?» «Раньше как было? Вообще ничего не знали. Молния на небе, значит, Бог гневается. Помер кто, значит, судьба у него такая — помереть. А теперь напридумывали. Фу ты, ну ты». Савельич, взяв себе в руки, сказал я ему: «Ну, неужели тебе не интересно, что это за шар такой? Не каждый же день такое случается, чтобы бац, и шар посреди комнаты». «Ну, шаров не было», — согласился Савельич. «Но мне, помню, дед рассказывал, что у них в селе покойник воскрес однажды». «Как это?» «А вот так. Встал и пошел. Пришел на собственные поминки и стал поросенка есть. Ест, а за ушами трещит. Ему говорят: ты, дядя, не больно-то налегай, тут помимо тебя люди есть. А мертвец возьми и зарычи, глухо так, страшно». Но оставили его в покое, а он поросенка съел и на капусту приналег. Тут уж всполошились. «Кто такой?» — стали кричать, с какой стороны родственник, а он молчит и только капусту жрет. Ну, умял он, значит, ведро капусты, и тут его в пляс потянуло. Ночь на дворе, только свечей пара горит. Все у стен притаились, а посреди избы мертвец пляшет. Вот такая картина. «И дальше что?» — спросила. «Лопнул он», — сообщил Савельич, — «и всех забрызгал. Чушь какая-то». «И вовсе не чушь, может, у вас так же будет. Повисит немного и лопнет. Вы уж не стойте поблизости, а то мало ли что может приключиться». «Хватит», — сказал я. «Не знаю, Савельич что-то там напридумывал, но висит он смирно и лопаться не собирается. Я уже жалею, что вообще тебе ответил. Надо было промолчать». Я отвернулся от Савельича и пошел прочь. «Да зачем молчать, когда все знают-то?» — сказал мне вслед вахтер. На работе, как выяснилось, уже были в курсе моей проблемы. «Саш», — сказал мне шеф, когда мы остались наедине, — «если тебе нужен отпуск, только скажи, а пока возьми вот». И протянул мне конверт. 30 тысяч. Извини, старик, но больше не могу. «Ничего не понимаю», — сказала. «Виктор Валентинович, но ведь до зарплаты еще 2 недели». «Это не зарплата, это материальная помощь. У тебя сейчас, Саш, тяжелое положение». «У меня все в порядке. Не придумывай, тебе сейчас отдохнуть надо. Переживания, то да сё, стресс опять же, да и потом ты им только мешать будешь.
Кому мешать? Да ученым же сегодня звонили. Сказали, дайте Кисловскому выходной, и мы к нему поедем шар изучать. И вы тоже знаете про шар? Ну да, пожал плечами. В газете же напечатали, вот посмотри. Да видел я уже, сказала. В газете-то откуда узнали? Он же только вчера, пока мы обедали. Но этого я не знаю, пожал плечами шеф. Это ты у них спроси. Можешь прямо сейчас, отпуск мы тебе уже оформили. Как оформили, растерялся я. А проект? Мы же готовились. Закончим без тебя, не беспокойся. Все, Саша, у меня дела. Я вышел из кабинета шефа, забрал у Светочки отпускные и решил заглянуть в газету. Надо же выяснить, откуда они узнали о шаре. Наша городская газета называлась «Проводник». Располагалась она в небольшой пристройке у горсовета. Я нажал на пуговку звонка, и неприязненный женский голос ответил мне: «О шаре сведений больше не принимаем». «Я не о шаре», — сказал я. «Вернее, о шаре, но ничего рассказать не могу. Я сам хотел бы что-нибудь понять». На другом конце провода замолчали. Молчание длилось около минуты, наконец голос сказал: «Проходите, налево, вторая комната справа». На двери кабинета редактора красовалась табличка: Квирол Анатольевич Липунов. Квирол, подумал, какое странное имя. Сам редактор был маленький, толстый и очень суетливый. «Здравствуйте», – протянул мне руку. «Какими судьбами? Чайку, кофейку, может быть, отвар из шиповника?» «Спасибо», – ответил я. «Мне ничего не надо, я только...» «Минуточку», – сказал редактор и схватил телефонную трубку. «Да, слушаю. Что, нет, Каркасова мы печатать не будем, и не просите». «Как это обязательно? Да вы видели его материал? Это же разоблачение, понимаете вы или нет?» «Не надо меня просить. Нет и еще раз нет». «Хоть что делаете? Что, он стреляться хочет?» «Пусть стреляется. Обновить его – это не проблема. Да, обратился он ко мне. Чем могу помочь?» «Кто вы такой, собственно?» «Я Александр Кисловский», – начал было я. «Не продолжайте», – перебил меня редактор. «Шар, да, но я так и подумал, Шар. Вы, голубчик, не туда пришли», – похлопал он меня по плечу. «Мы вам ничем помочь не можем». «Как это не можете?» – удивился я. «А как же?» «Без как же. Сказано не можем, значит не можем». «Ну, не прессы это дело, понимаете, не прессы». «А чье же? Ученых из института. Это пусть они с шарами разбираются. А нам своих забот хватает. Вы не поверите, но от меня требуют, чтобы я напечатал материал Каркасова». «Каркасова, только подумайте, а вы его читали?» Он почти визжал. «Читали вы его?» «Нет», смутился я, не читал. «А почитайте». Редактор сунул мне в руки ворох скомканных листьев. «Почитайте и подумайте, можно ли такое печатать. Это же черт знает что». «Хорошо, я взял бумаги и обязательно почитаю. Но скажите мне, пожалуйста, как вы узнали о шаре? Я, собственно, не в претензии. Событие это вправду замечательно и интересно для науки. Ну как? Просто хочу сказать, что единственным свидетелем его появления были я и моя жена. Все вопросы к Сатурву», – отмахнулся от меня редактор. «Это его материал. Адрес спросите в приемной. Все, мне некогда. До свидания». Я вышел из кабинета редактора несколько ошарашенный. Какой еще Сатуров? Воистину, это происшествие приобретает все более странный оборот. Я попытался обдумать события, что уже произошли. Итак, сперва была крохотная черная точка, которая за ночь превратилась в шар размером с футбольный мяч. Затем была моя ссора с Машей, которая кончилась тем, что я ударил мотком по голове. Странно, но даже теперь я об этом не жалел. Поступок казался мне правильным. Что еще? Я спрятал тело в шар. Это был первый раз, как я с ним взаимодействовал. В приемной я взял секретарша адрес Сатурова. Делать мне все равно было нечего, и я отправился прямо к нему. Сатуров жил в старом квартале, который после войны строили пленные немцы. Дома здесь были ветхие, двухэтажные, а обитатели в них преимущественно старики. Возле подъезда, где была квартира Сатурова, я увидел разбросанные по земле еловые ветки. «Кто-то умер?» – спросила мужика, сидящего на лавке. «Ну да», – кивнул тот, – «журналист молодой еще. Только вчера еще живой был, а сегодня все». «Эх, вот оно как бывает. А от чего он умер?» – спросила. «Сердце», – сказал мужик. Я вошел в подъезд, поднялся на второй этаж. Дверь в квартиру Сатурова была открыта. И туда-сюда сновали люди. «Вы к кому?» – спросил меня
пожилая женщина. Неужели Гришеньки? И залилась слезами. Нету Гришеньки, умер мой сокол ясный. Антонина Григорьевна, успокойтесь, попытался утешить ее девушка в кожаной куртке. Вы знакомый Гришин, да? Спросила она меня. Очень жаль, но Гриша только что скончался. Мои соболезнования, сказал я, могу я взглянуть на тело? Девушка посмотрела на меня настороженно. Поймите меня, сказал я, мы с Гришей были близкими друзьями. Хорошо, сказала девушка, только недолго, а то сейчас скоро приедет. Я вошел в квартиру и прошел в комнату. Труп лежал на диване, укрытый одеялом. Сатуров был молодой человек, лет 35, с редкими волосами и заячьей губой. В смерти его лицо побелело, нос заострился. Ниточка оборвалась, и я ничего не мог от него добиться. Я попрощался с Антониной Григорьевной и вышел на улицу. Пошел дождь. Я укрылся под навесом автобусной остановки. Мне было тоскливо, домой я возвращаться не хотел. Я не боялся шара, но мне было не по себе от того, что я не понимал его. Рядом со мной присел человек, и я повернулся и оторопел. Это был Сатуров, тоже лицо, но розовое, живое. «Сигареты не угостите?» – спросил он. Я пожал плечами, давно уже не курю. «Хорошо», – сказал он. «Видели этот спектакль? Ну, молодцы, а?» «Кто молодцы?» – спросила. «Что это все значит?» «Хотел бы я знать», – ответил Сатуров. «Но хорошо стараются и Варенька, и Антонина Григорьевна. Знали бы они, что это Борька Рябов у них там мертвый валяется». «Какой еще Борька Рябов?» «Борька Рябов мой сосед», – пояснил Сатуров. «Я его вместо себя оставил, ну, чтоб самому не помереть. Борька все равно алкаш, с его-то циррозом 2 месяца всего осталось». Вот он и понял, понимаете? «Нет», – сказал я, – «ничего не понимаю, объясните». «Я бы рада, да не знаю как. Верите, голова кружится от радости. Жив остался, жив. Нет, для них-то я умер, но для остальных, для целого мира жив. Тут в чем дело? Теперь им понадобится какое-то время, чтобы разобраться. В чем?» «В том, кто есть кто», – сказал Сатуров. «Видите, Борька Рябов – это в принципе тот же я, только неудавшийся. Сбой в процессе обновления и все такое». «Очень хорошо», – перебил я. «В любом случае рад за вас, но объясните, пожалуйста, как вы узнали о черном шаре?» «Что?» – переспросил он. «Шара? Так вы Кисловский? Да, очень приятно». «Ардлак Сатуров», – протянул мне руку корреспондент проводника. «Ардлак – это после обновления, раньше был Григорий. Знаете, что Кисловский?» «Давайте не будем говорить на остановке. У вас есть деньги?» «Пойдемте в пивную, она тут поблизости, там поговорим». Мы пошли в пивную, в этот час там никого не было, и мы сели за столик в углу. «Шар Кисловский – это в сущности ерунда», – начал Сатуров. «Он повисит и исчезнет, такое же у него занятие, куда хуже другое. Оказалось, запущена весьма неприятная цепь событий, очень неприятная, да». «Стоп», – прервал его, – «сперва скажите, как вы узнали о шаре?» «Как узнал», – сказал Сатуров. «Да очень просто. Мне позвонил профессор Каркасов, это мой бывший преподаватель из института. Он сообщил мне о том, что в вашей квартире появился шар и предупредил, чтобы я в тот день не ночевал у себя дома. Кстати, спохватился он, надеюсь, вы ничего в этот шар не засовывали?» «Боюсь, что засовывал», – сказал я. Почему-то Сатурову я ничуть не боялся сказать о совершенном мной убийстве. Вчера вечером мы повздорили с женой, в последнее время были не в ладах, и я не рассчитал сил. «Понимаю», – сказал неожиданно спокойно. «Я не осуждаю вас за ваш поступок. Я и сам подставил вместо себя другого человека. Ваша жена, вы поместили ее внутрь шара, так ведь?» «Да», – сказал я. «Что ж, если верить Каркасову, надо ждать всего чего угодно. Видите ли, вы нарушили определенное правило. Я не могу сформулировать его точно, но в шар ничего засовывать нельзя. Это недопустимое действие. Рано или поздно вам это аукнется. Или не только вам. Здесь ничего. Нельзя знать наверняка. Вы совершили вторжение, понимаете?» «Какое еще вторжение?» – спросила. «Вторжение куда?» «Неизвестно», – пожал плечами Сатуров. «Никто ведь не знает, что такое этот шар.
Каркасов тоже не знал, хотя у него имелись некоторые предположения. Во всяком случае, он рассчитал время и место появления шара, а это уже кое-что. Плюс вас не насторожила собственная реакция на шар, а реакция других людей не насторожила, нет? Нет, сказал я. Я и в тот же миг понял. А ведь это действительно странно. Почему и я, и Маша, и Савельич, и шеф, и редактор, да и весь город, похоже, воспринимают шар как нечто само собой разумеющееся. Конечно, его собираются изучать. И даже статья в газете появилась с заголовком «Сенсация». Но подлинной этой сенсации нет, всем как-то все равно. Есть шар, нет его. А ведь черный шар, висящий в воздухе. Это не шутка, сказал я себе и похолодел. Выходит, целую ночь я провел наедине с тем, чему в человеческом языке и названия нет. Нет, решила, теперь в свою квартиру я точно не вернусь. Буду ночевать в отеле, пока не кончатся деньги. Потом пойду к знакомым. Пусть эти ученые исследуют шар, если хотят. Кстати, спросила, вы сказали Каркасов, да? У меня есть его заметка, материал, который я не хотел публиковать ваш редактор. Что? Удивился Цатуров. Можно посмотреть? Пожалуй, я протянул бумаги. Цатуров схватил их и стал читать. Да, сказал он, все как я и думал. Это разоблачение, допекли старика. Кто, спросил я. Да коллеги института. Институт слышали, наверное, я его заканчивал. Паршивое местечко в плане людей, сплошь карьеристы и стукачи. Каркасова они травили, дай боже. Но вот он и рассердился. А кто бы на его месте иначе поступил? Хотя неосторожно, да это факт. Ну теперь за него возьмутся. В смысле возьмутся, спросила. Неужели его убьют? Нет, сказал Цатуров. Зачем такие ужасы? Просто засунут в черный шар, по договоренности, понимаете? Но и будет он снова как раньше. «Ничего не понимаю», — сказал я. «Я уже совсем запутался. Вы можете мне ясно объяснить, что происходит?» «Нет», — сказал Цатуров. «Я, видите ли, сам ничего не понимаю. Можно я оставлю у себя заметку?» — просил он. «Лучше верните», — сказал я. «Мне бы хотелось ее прочитать. В конце концов, ее дали мне, а не вам». «Кому ее дали, это не имеет никакого значения», – неожиданно резко сказал Цатуров. «Заметка останется у меня. Мне она нужнее». «Я попросил вас отдать ее мне», – сказал, вставая. Взглянув мне в глаза, Цатуров съежился. Что он там увидел? «А вы пойдите дальше других», – сказал он. «Другие и жену не убивали, и в редакцию не ходили. Сидели и ждали, пока вырастет». «Какие другие?» – спросил я, тяжело дыша. «Что вырастет?» Цатуров обмяк. «Опять все провалил», — сказал он. «Что за невезение такое?» «Ладно, держите», — он протянул мне заметку. «Все равно у меня дома таких уже штук 50 валяется. Ну что вы стоите, берите, вы же хотели. Читайте, вам никто не запрещает. Только там ничего интересного нет, обычный донос. Воруют, мол, спирт казенный пьют». «Чушь! Вот что, Кисловский», — сказал он вдруг. «Хотите знать, что к чему, езжайте в институт. Там все ответы». Я вышел на улицу, институт был на другом конце города. Мне пришлось взять такси. Снаружи институт выглядел совсем обычно. Панельное серое здание. Я вошел внутрь, предъявил паспорт и получил разовый пропуск. «Только не задерживайтесь», – предупредил меня охранник. «В 8 закрываемся, сейчас уже 7:30». У меня было всего полчаса, и я почувствовал, что схожу с ума. Когда я должен искать в этом здании? Зачем? Не лучше ли уйти? «Кисловский, это вы?» – окликнули меня сзади. Это был высокий, тощий мужчина, лысый, седой бородой. «Так и знал, что вы придете. Пойдемте, мы вам сейчас все объясним. Следуйте за мной». Что мне осталось делать? Я пошел. Мы углубились в коридоры университета, пришли к лифту, спустились на 3 этажа вниз. Вновь миновали череду коридоров и, наконец, остановились перед большой белой дверью. «Это здесь», — сказал мой провожатый. «Вы первый, вам положено по возрасту». Что ж, подумал я, положено так положено. Я вошел внутрь и застыл на месте. В центре ярко освещенной комнаты висел черный шар. Он был огромный, в 10 раз больше того, в который я упрятал свою жену. «Это ваше есть», — сказал провожатый. «Пойдемте, я научу вас пользоваться аппаратурой».
Он выкатил из угла странного вида установку и принялся мне ее показывать. «Смотрите», — говорит он, — «это фокусирует луч, а это позволяет управлять его движением». И что я должен сделать? Вы должны ни много ни мало разрезать шар. Разрезать? Именно. Но нет, мягко сказал мой провожатый. Ваша супруга не пострадает. Напротив, вы увидите его совсем напротив. Я подчинился. Я встал у аппарата и направил его на шар. Вспышкой он лопнул, как перезрелый плод. Черная жидкость хлынула из него. А еще... Нет, я не мог в это поверить. Еще там была моя жена, и она была жива. «Я оставлю вас наедине», — сказал мой провожатый. «Приятного общения». Она стояла напротив меня, Маша, которую я убил, абсолютно голая, с потеками черной жижи на теле. Стояла и ничего не говорила. Молчал, и я, чувствую, что вот-вот сойду с ума. Все события этого дня сошлись в одно, и я понял все. Вдруг Маша закашлялась, изо рта у нее потекли черные струйка. Та самая жижа, она еще оставалась в ней. Взгляд Маши выразил муку. Она протянула ко мне руки, и тут случилось страшное. Потеряв равновесие, она упала и буквально рассыпалась на куски. Кожа ее во многих местах лопнула, хлынула жижа, и меня начало рвать. Из-за толстого стекла на блюющего Кисловского смотрели двое, оба старики. «В этот раз определенно неудача», — сказал первый. «Сатуров опять все провалил. Если он не может должным образом подготовить реципиента, может быть, не обновлять его больше, а, Федор Геннадьевич?» «А вы бы лучше программировали матрицу», — сказал второй. «Тогда бы он вел себя поприличнее». «Поприличнее?» — фыркнул первый. «А вы дайте мне материал поприличнее, тогда и сделаю. Сатурова уже убрать из Данклинга надо, он давно уже все только портит». «А что в данном случае? Почему при обновлении случился коллапс?» «Неизвестно, показатели вроде бы в норме». «Коэффициенты сравнивали?» «Да, и Ревского, и Полинского. Все строго пропорционально, черт его знает». «Ладно», первый хлопнул коллегу по плечу. «Пойдемте лучше чай пить. Зиночка мне чай цейлонский привезла, аромат дивный». Он повернул ручку двери, и перед вторым распахнулась сплошная чернота. «Прошу», — сказал первый. «Порядок требует, чтобы младшие шли первыми». «Но, Павел Григорьевич», — запротестовал второй. «Всего полгода разницы. Идите», — покачал головой первый. «Так надо». И когда второй с чавкающим звуком исчез в черноте, он повторил: «Так надо». Ларкингар. Все началось с того, что я спустился вниз за газетой. Я выписываю проводник, это хорошая пресса, пусть временами официозная. С особенным интересом я читаю фельетоны Сатурова. Ей-богу, у него отменный стиль. Я уже настроился на чтение, так что представьте мое удивление, когда я обнаружил, что газеты в ящике нет, и вместо нее там оказался прямоугольный предмет, завернутый в коричневую вощеную бумагу. Я было решил, что это ошибка почтальона, однако адрес на посылке был указан мой. Улица Граничикова, дом 12, квартира 67. Более того, моим было имя в графе получателя. Вячеслав Игоревич Грушинский. Отправителем же значился некий Юнус.
«Черт знает что», — сказал я. «Юнус какой-то, знать не знаю никакого юнуса». Однако любопытство заставило меня все же развернуть бумагу. Внутри оказалась книга. На серой матовой обложке черными буквами было написано «Ларкенгар». «Мы приехали», — произнес я озадаченно. Оглавление оказалось столь же непонятным. Первая глава называлась «Данклинг», вторая «Мурвис», третья «Зонклик», а четвертая «Монерок». Последняя глава в книге именовалась «Введение в Фатура». «Чушь какая-то», — подумал я. После чего захлопнул книгу, поднялся в свою квартиру и поставил чайник. Кухню заливало солнце, воздух был прохладный и свежий. Внезапно зазвонил телефон, я взял трубку. Сперва были слышны только щелчки, затем незнакомый голос прохрипел. «Эй, Грес, ты меня слышишь?» «Да», — ответил я. «С кем я говорю?» На другом конце линии закашлялись. Это был жуткий кашель, словно у туберкулезного больного. «Вот до чего вы меня довели», — сказал незнакомец, откашлившись. «Орешь на ваш, орешь. Так и голос сорвать недолго. А голос у меня разве казенный? Ты вот что, парень, ты книгу назад положи, слышишь? Не будь Вейстлом». «Кем-кем?» – переспросил я. «Вейстлом», – рявкнул мой собеседник и снова закашлялся. «Хорошо», – ответил я, дождавшись, когда он прекратит кашлять. «Не буду Вейстлом или как там его, а насчет книги, если она ваша, немедленно отнесу ее обратно». «Она не моя», – сказал незнакомец. «Ты это поосторожней со словами. Она вообще ничья-то». «Как это?» – удивился я. «Гарвик, ты только послушай», – заговорил он с кем-то еще. «Он ведь вопросы задает, а должен уже бежать выполнять». «Да, Гресс, я использовал, ты сам слышал. Вейстл тоже. Ну что ты думаешь, хочешь сам?» «Ладно, дай только я в последний раз попробую. Слушай», — обратился он ко мне. «Твое дело сейчас не вопросы задавать, а делать, что сказано, понял? Так что руки в ноги и клади книгу на место. Признаться, меня задел и вот он. Не люблю, когда мне приказывают, тем более так грубо». Кроме того, любопытство завладевало мной все сильнее. Мне хотелось понять, что происходит, что это за книга. И почему человек на другом конце трубки так хочет получить ее назад. Странно только одно. Я почему-то не чувствовал никакого страха. Все происходящее казалось мне естественным, само собой разумеющимся. «Ну, поторопил меня собеседник. Ты меня слышишь?» «А если я не хочу?» – сказал я. «Чего не хочу?» «Возвращать книгу». Молчание. Наконец, незнакомец переварил мой ответ. Он вздохнул и буркнул. «Ну и черт с тобой. Жди звонка от Гаргвига». И повесил трубку. «Вот же идиот», – подумал я и вернулся на кухню. Чайник уже вскипел, я достал из холодильника масло и нарезал хлеб. Я уже размешал сахар, когда телефон зазвонил снова. «Здравствуйте», и на этот раз голос моего собеседника был чистый и благозвучный. «Грушинский Вячеслав, я не ошибся?» «Нет», — ответил я. «Вы Гарвик по поводу книги?» «Да-да», — сказал Гарвик, — «именно так. Но давайте пока забудем о книге и займемся непосредственно вами». «Мной? Да, вами. Сейчас я одно за другим произнесу 3 слова. Ваша задача слушать их внимательно. Договорились?» «Ну ладно», — сказал я неуверенно. «Тогда начинаю». «Рага», — произнес Гарвик. Я ощутил в висках легкую боль. «Чувствуете?» «Да, думаю, что да, хорошо». «Нага». «Повторить?» «Нет», — сказал я. Боль в голове улеглась, и на смену явилась непонятная легкость. Я чувствовал себя пакетом, из которого вытряхнули все содержимое. «Отлично», — сказал Гарвик. «А теперь завершающий штрих. Сата». Последнее слово отдалось в моей голове колокольным звоном, однако больше ничего не произошло. «Ну», — сказал Гарвик, выждав минуту. «Что «ну», — ответил я. «Где ваш код обновления?»
Какой еще код? Ваш код обновления, терпеливо повторил Гарвик. 3 слова, которые я произнес, должны были запустить определенные последовательности. Ничего не понимаю, произнес я. Гарвик вздохнул. Невероятно, но факт, сказал он. Вы настроены, но не обновлены. Это значит, что вы воспринимаете все как нечто само собой разумеющееся, но при этом не являетесь частью сложившегося порядка. В некотором роде, Слава, Гарвик впервые назвал меня по имени. Вы феномен. Я фыркнул. Ну, конечно, феномен это я-то. А если бы я был обновлен, или как там это называется, спросил я, что-то подсказывало мне, что лучше до поры до времени принять правила игры. Так я сумею узнать больше. Тогда бы вы подчинялись команде Броксена, ответил Гарвик. Он же назвал вас Грезом. А это запускает последовательность номер 12. Грязный прием, признаю, но что было делать? Вы могли попытаться открыть книгу. Что за последовательность номер 12, продолжал я. Случайный набор действий. Вы бы съели бутерброд или выпрыгнули в окно, тут ничего не скажешь наверняка. Последовательность номер 12 Броксен хотел рассинхронизировать вашу настройку, вернуть вас в предшествующее состояние, чтобы с вами было легче справиться. Человек, вернувшийся в свое обычное состояние, ну скажем, оказывается изрядно дезориентирован. То, что для вас сейчас нормально, его бы повергло в шок. В таком состоянии достаточно звонка, чтобы вызвать сердечный приступ. Но не волнуйтесь, мы давно уже не используем подобные методы. Броксен, безусловно, получит взыскание, возможно, его даже лишат премии, но к делу. «Слушаю», – сказал я. «Сейчас у вас есть 2 варианта. Либо дождаться нас с Броксеном, мы будем только вечером, либо воспользоваться шаром. Шар я бы лично не советовал, ощущение не из приятных. А кроме того, возможен коллапс». «Постойте», – сказал я. «А чего вы, собственно, хотите? Книгу?» «Книгу», – подтвердил Гарвик. «А теперь еще и вас. Надо же выяснить, как получилось, что вы не обновлены. Повторяю, не волнуйтесь, это дежурная процедура, так что вы выбираете, будете ждать нас или воспользуетесь шаром». Я понятия не имел, что это за шар, и потому сказал: «Приезжайте лучше вы». «Ждите», – сказал Гарвик и положил трубку. Все это было очень странно. «Ознакомлюсь-ка с книгой», – сказал я себе, пока ее у меня не отобрали. Книга лежала там, где я ее оставил, на телефонном столике. Я открыл оглавление. Все на своем месте. Таинственный Данклинг, Морвис, Зонклик, Манирок и введение Фатуры. Я перевернул первую страницу. Лист был пуст, только внизу мелким почерком было написано: «Начинать лучше с Данклинга. Проверено опытом. Не заглядывая раньше времени в Зонклик. Если, конечно, его видишь, есть риск, что нарушишь последовательность. Удачи». Ну что ж, Данклик так Данклик, подумал я и открыл первый раздел. Базовые операции. Так было написано в начале страницы. А под этой надписью шли ряды сложных геометрических фигур. Я листал Данклик до тех пор, пока не наткнулся на предупреждающую надпись. «Стой! Сначала схема номер 15. Перерисую ее, но стараюсь, чтобы линии получились ровными». Я подчинился. Фигура номер 15 походила на икосаэдр, в центр которого вписали трапецию. Тем не менее, в ней было что-то не так, но я не мог сказать, что именно. Я взял блокнот и приступил к делу. Это оказалось проще, чем я думал. То таинственное нечто, что настораживало в фигуре,
совершенно не мешало ее срисовать. Когда я закончил работу, в коридоре явственно послышался скрип. Осторожно приоткрыв дверь, я увидел, что возле входной двери, черная как смоль, стоит лошадка-качалка, один в один та, что была у меня в детстве. Да это и была она. Приглядевшись, я увидел, что хвост ее изрядно потрепан, а работа соседского пса, который грыз все подряд. С тех пор прошло почти 30 лет. Давно уже нет на свете пса, да и лошадка канула в небытие вместе со всеми детскими игрушками. А я по-прежнему ее помнил. Что же я, выходит, попал в прошлое, в которой уже раз за сегодняшний день я не удивился. Это казалось мне естественным. Если человек мечтает о прошлом, он обязательно найдет туда дорожку. Вот и я ее нашел при помощи этой странной книги. Я пошел на кухню, обычно из окна ее открывался вид на соседнюю высотку. Так и есть, сейчас там была стройка. 30 лет назад высотке только предстояло быть построенной. Я снова открыл книгу. Сразу после предупреждения о схеме номер 15 появилась еще одна запись. Поигрался? Молодец. Теперь начинай, Морвис. Помни, он ничего не предлагает. Это просто пища для размышлений. Морвис оказался коротким, всего несколько страничек. Да и на тех текста немного. В основном это были туманные изречения вроде: «Из всех загадок мироздания ни одна не пугает меня так, как острый угол в треугольнике». Профессор Тарлашев. Или даже «Мы думаем, что манипулируем системой, однако на самом деле мы лишь щекочем ее в самых нежных местах. Содрогание, которое мы принимаем за перемены, есть всего-навсего приступы хохота». Цейтлин. Завершали Морвис слова «Данклик создает путь, Зонклик ведет по нему». После этого я ожидал еще одного предупреждения от моего неведомого союзника. Но ничего такого не было. Начинался Зонклик. И если верить краткой аннотации, раздел этот учил сокращать и приближать. На первой же его странице была нарисована геометрическая фигура, более сложная, чем те, что были в Данклиге. Подпись гласила: остальные 475 вариации. Выбирай любую. Делать было нечего, и я начал листать Зонклик. Остановившись на фигуре номер 281, я принялся ее срисовывать. Едва я закончил, раздался звонок в дверь. Стараясь не издавать шума, я осторожно прильнул к глазку и увидел на лестничной клетке двух мальчишек лет 10. Один был толстый, белобрысый, он сосал леденец, другой был костлявый и такой рыжий, что слепило в глазах. Ожидая, пока я открою, они пререкались, при этом дохляк шепелявил, а толстяк сипел. «Ну ты идиот, Броксен», — говорил рыжий. «Мало ли, что он не обновлен. Кто вообще сказал, что обновленный не может?» Рябяшинский из группы исследования. Плюнь ему в харю. Даже не обновленный может, если видит, понял. «Да, понял», — отвечал толстяк, — «не ори. Подумаешь, увязли в Данклиге, скинули 30-ку. Вернемся в институт, нас там обратно подконфигурируют. Каркасов он вообще из Данклига не вылезает, и ничего ему не делается. Но Каркасов и в видении видит, идиот», — не унимался рыжий. «Да и шаров от него остается просто уйма, и ведь ни один не
всасывается. Сравнил Божий дар с яичницей. Меня больше интересует, почему мы здесь, хотя еще день. Мы же рассчитывали прибыть вечером. Это Зонклик может, угрюмо ответил толстяк. Зонклик, возмутился рыжий. То ты не веришь, что он читает Данклик. То ты говоришь, что он и Зонклик разобрал. Броксен, ты уж определись. Хотя да, остыл он, судя по всему, ты прав. И если Зонклик работает, значит все идет своим чередом. Подытожил толстяк. Слушай, Гарвик, позвони еще раз, я просто до кнопки не дотягиваюсь. Ладно, сказал Гарвик и нажал на кнопку. Я открыл дверь. Ну что, я тебе говорил, повернулся толстяк к коллеге. Зонклик, как он есть, а ведь он нас еще и подслушивал. Подслушивал, а? Спросил меня, отвечай. Это правда? Спросил меня Гарвик. Да, ответил я. Значит, Зонклик, сказал Гарвик задумчиво. Броксен, проверь квартиру, где-то он должен быть. Кто это он? Шар, ответил Броксен, и, пройдя мимо меня, отправился на кухню. Некоторое время он гремел посудой, включал и выключал воду, открывал крышку чайника, пока наконец не воскликнул. Есть! Где? Спросил Гарвик. Под раковиной. Размер стандартный? Чуть больше. 2,7 на троечку. Итого 4 по шкале Цейтлина. Ну, слава, сказал Гарвик. Считайте, что вам повезло. Книга у вас? Пойдемте к вам в комнату, не будем мешать Броксену. Мы вошли в комнату, я сел на диван, а Гарвик устроился на высоком табурете и сразу принялся болтать ногами, как заправский мальчишка. Как затянет в чей-нибудь Данклик, так прямо удержаться не могу, сказал он, заметив, что я наблюдаю за ним. Когда я понял, что все это в ваших рук дело, я очень удивился. Технически необновленный человек не может использовать Лоркенгар, он даже не может его заполучить. Таков механизм действия Лоркенгара. Встроенная в него система защиты. Собственно говоря, книгой его можно назвать лишь очень условно. На деле это устройство связи, организованное по принципу ввода-вывода. Что-то вроде клавиатуры, если хотите. Есть базовый набор схем, но владелец Лоркенгара может его дополнить, в том числе и своей собственной схемой. Насчет последнего не понял, признался я. Ай да, что тут непонятного, махнул рукой Гарвик. Сколько фигур в Данклиге? Не помню, сказал я. В Зонклиге их, кажется. Оставьте в покое Зонклик, мы до него еще не дошли. Где Лоркенгар? Дайте мне его на минуту. Я сходил за книгой, принимая ее из моих рук. Гарвик задержался на них взглядом. «Надо же», — хмыкнул он, — «никаких признаков коллапса. Вы везунчик, Слава, большой везунчик. Но смотрите, он открыл Лоркенгар на Данклиге. Видите, стандартный комплект включает в себя 178 схем. В вашем же случае их 189. И что это значит? А то, что любой человек, способный видеть Данклик, теперь сумеет обратиться к вам. Везде и всюду, даже если вы умрете. Я, Гарвик, показал на себя Броксен и другие. Вы, Слава, можно сказать, обрели бессмертие.
или его довольно точную копию. Во всяком случае, воссоздать вас из шара теперь будет нетрудно. Вы включились в цикл. Кстати, спросил он вдруг, а какую схему вы использовали изначально? Номер 15, сказал я, ту, которую мне посоветовала книга. Ну да, сказал он, так я и думал. Это схема Каркасова, нашего почтенного специалиста. У него очень тяжелый характер, и его частенько приходится обновлять, чтобы он не портил работу. Недавно это пришлось сделать снова, и совет решил пока не возвращать его. Вот зачем он послал вам эту книгу. Воспользовавшись его схемой, вы не только перенеслись в Данклик, но и воскресили его таким, какой он был. Ну теперь жди проблем. Я промолчал. Гарвик повертел Лоркингар в руках и неожиданно спросил. «Сколько глав вам открыто, Слава?» «5», отвечал я неуверенно. Подумалось почему-то, что я должен был назвать меньшую цифру. Первые 5, глаза Гарвига расширились. «Броксин», позвал он, «Броксин, иди сюда, он видит первые 5 разделов». Из кухни вернулся Броксин, руки его были перемазаны чем-то черным. «Быть такого не может», заявил он с порога. «Какие разделы вы видите?» – спросил меня Гарвик. «Данклик, Морвис», – начал я перечислять. «С ними все понятно», – крикнул Гарвик. «Что идет после Зонклига?» «Монирок», – сказал я. «А дальше?» «Введение Фатура». «И?» – крикнули в голос оба мальчишки. «Все», – сказал я. «Не может быть», – выдохнул Броксин. «Чего не может быть?» «Послушайте, Слава», – сказал Гарвик. «Пройдя обновление, каждый человек получает возможность взаимодействовать с Лоркингаром. Это вы уже поняли». «Да. Но взаимодействие ограничено определенным уровнем. Это зависит от природных данных, ну и кое-что дает выучка. Я могу видеть Зонклик, и пару раз на мгновение мне удалось заглянуть в Монирок. Броксин видит только Данклик. Его начали учить слишком поздно, да он и туповат от природы». «Эй», — сказал Броксин. Но Гарвик не стал его слушать. «Профессор Каркасов», — продолжил он, — «после долгих лет практически освоил в совершенстве введение. А вы можете видеть его уже сейчас. Понимаете, что это значит?» «Нет», — сказал я, — «я действительно не понимаю». «Это значит», — сказал Гарвик торжественно, — «что вы можете достичь Фатура. Слышишь меня, Броксин? Мы должны помочь ему это сделать». «Я помню», — ответил Броксин, — «инструкция номер 17». «Ты сам-то готов? Какую глотаем?» «Что вы собираетесь делать?» – спросил я. «Мы помогаем вам», – сказал Гарвик. И повернулся к Броксину. «Желтую, я думаю, она вернее». Он порылся у себя в карманах и достал плоскую коробочку. Внутри нее оказались 2 пилюли лимонно-желтого цвета. «Слушайте», – сказал я, – «я не хочу ничего такого. Можете просто забрать книгу и...» «Не мешай», – оборвал меня Броксин. «Гарвик, какой у тебя номер в Данклиге?» 111, ответил тот. «А у тебя?» 152. «Послушай», – обратился Броксин ко мне. «Мы сейчас сделаем кое-что, но ты не бойся. Это все не имеет значения. Важно, чтобы ты сумел прочитать Фатура. Если все получится, ты сможешь нас навестить. Просто открой Лоркингар на Данклиге и используй схемы, которые мы тебе назвали. Мы будем ждать тебя». «До встречи», – сказал Гарвик и проглотил таблетку. Броксин последовал его примеру. Это случилось быстро. Его 2 мальчишек лежали мертвыми в моей комнате.
Я не успел им помешать, но хотел ли я им помешать? Вот в чем был вопрос. По-видимому, они знали, что делали. Думаю, они хотели дать мне понять, что совершают нечто важное, нечто, чем я не имею права не воспользоваться. Они хотели подтолкнуть меня к последнему шагу. Я взял книгу, все разделы были на месте, но добавился еще один, шестой, фатура. От этого слова у меня мурашки пошли по коже, а над оглавлением дрожащим почерком было написано: «Все-таки ты пришел, смело пролистывай остальное, путь открыт». Я послушался, дрожащими руками я пролистал Данклик и Морвис, миновал Зонклик, Манерок и Введение и остановился перед таинственным и манящим словом «фатура». Мгновение, и я перевернул страницу. Высоко над городом появился большой черный шар. Футура. А на деле все очень просто. Есть ряд явлений черные шары. Различные функции Ларкингара, обновления и так далее, изучение которых дает основание полагать, что все вместе они образуют некое целое. И вместе с тем, когда мы пытаемся воспроизвести эти явления в необходимом порядке, мы всякий раз сталкиваемся с отсутствием качественно нового результата. Отдельные частицы целого работают как надо, но то, к чему они обращаются, не действует. Представьте, что вы собираете мозаику, вроде бы у вас уже сложилась целая картина, но когда вы кладете завершающий фрагмент, оказывается, что все это время вы собирали бессмыслицу. Вместо предмета или человеческого лица хаос линий, мешанина цветов. Вы не понимаете, почему так получилось, знаете только, что вплоть до самого конца все шло, как по маслу. Все имело смысл и укладывалась в определенную схему. Так вот, каждая деталь этой мозаики безупречная и предоставляет в наше распоряжение богатейшие возможности. Проблема именно в том, что мы должны собирать мозаику, а не играться с отдельными деталями. Сказав А, мы должны говорить Б. Б сказать невозможно. Вот, к примеру, черный шар может следующее: перемещать объекты на короткие расстояния, восстанавливать органические повреждения, воскрешать мертвых при помощи схемы из Данклига. Иногда возможен коллапс, но это большая редкость. Обновлять человека, синхронизируя его с Лоркингаром. Дублировать человека или предмет. Потрясающие возможности, не правда ли? Мы могли бы ими удовлетвориться, когда бы не Лоркингар, который является следующим этапом процесса. Ларкингар необходимо использовать, и это приводит к краху. Тем не менее, начинается использование Ларкингара тоже вполне логично. Данклик сам по себе способен вернуть человека во времени, переместить его в конкретный и очень важный для него момент. Зонклик позволяет человеку ускорить течение своей судьбы. При этом обязательно, чтобы человек уже пользовался Данкликом. Его диаграмма получила номер. На первый взгляд, все это имеет смысл. Используя Данклик и Зонклик, человек приближается к своему подлинному
предназначению, каким бы оно ни было. Вместе с тем очевидно, что что-то не работает, когда человек использует фатура. Он исчезает, и появляется новый черный шар. Какое-то время мы считали, что так и должно быть, что это и есть подлинный результат действия фатура. Однако со временем выяснилось, что черный шар – это всего лишь орудие, с помощью которого можно научиться использовать Ларкингар. Выходит, что целью процесса является сам процесс, замкнутый цикл. Нет, этого не может быть. В ходе взаимодействия отдельных частей процесс демонстрирует непрерывную тенденцию к усложнению. И нет оснований полагать, что конечная стадия есть наиболее простая. На данном этапе исследования мы считаем, что взаимодействие с фатура теоретически должно ввести на новый этап при условии, что некий респондент, к которому мы обращаемся посредством фатура, вещь, в сущности, все части Ларкингара, суть особым образом сфабрикованной депеши, ответит нам. Поскольку же респондент не отвечает, процесс вынужден начинаться заново. Так образуется цикл, и у нас нет предположений, как можно его прервать. Возможно, что прервать его нельзя. Тогда мы обречены на бесконечное повторение. Если фатура действительно способ раскрыть человеческое предназначение, на это указывает данклик и зонклик, то наш мир ловушка, из которой нет выхода. Барабан в шарманке крутится, но мелодию заело, и шарманщик молчит. При желании из этого можно состряпать недурную метафизику, мол, черные шары, данклик, дающий власть над временем зонклик, управляющий судьбой. Это части Божьего всемогущества, изучая которое мы можем надеяться познать Творца. Обновление же, которое мы проходим, чтобы использовать Ларкингар, это таинство крещения, недаром после него мы берем себе новые имена и так далее. До полноценной религии тут совсем недалеко. Но непостижимый последний этап фатура кладет предел нашей фантазии. Чтобы мы не творили при помощи доставшихся нам фрагментов мозаики, какие бы чудеса не были нам доступны, единственное, что мы знаем наверняка, это то, что ответа не будет. Юнус Каркасов, докладная записка доктора Цейтлину, данклик, ночь с 13 августа на 13 августа 2000-х. Кванлет. Когда стало ясно, что фатура не действует и цикл завершить невозможно, мы странным образом успокоились, все кроме Кванледа. Из чистого упрямства он настаивал на продолжении эксперимента. Не получилось, мол, в этот раз, так получится в следующий. Когда же ему растолковали, что дело не в количестве опытов, а в самих законах мироздания, что не допускает осуществления фатура, он грохнул кулаком по столу и сказал, требуя пересмотра законов мироздания. «Это не человек, это таран какой-то», – пробормотал Каркасов. «За таким надо глядеть в оба, ведь не выдержит». И он был прав, ибо Кванлет, не умея приспособиться к обстоятельствам, в конце концов восстал против бессмысленности мира и объявил во всеуслышание, что у себя в лаборатории собирает
ни много ни мало машину цели. Что сполошились мы, да не может этого быть. Может, улыбался Кванлет и охотно делился со всеми желающими своим замыслом. «Я просто перевернул проблему с ног на голову», — говорит он. «Согласно нашей теории, фатура не действует потому, что нечто, к чему оно обращается, не отвечает. Впору отчаяться. Однако я спросил себя, а должно ли существовать это самое нечто? Не обращен ли вопрос фатуры к нам самим? Что если именно мы, а не кто-то там, неизвестно где, должны на него ответить? Если это так, тогда над нами не давлеет рок, и нет в мире такого потолка, которого, поднимаясь все выше, мы рано или поздно должны достичь. Мы не прокляты, нет, дело в том, что раньше мы полагались на случай там, где взять ситуацию под контроль следовало с самого начала. Для этого я решил создать машину цели, понимаете, нет? Хорошо, объясняя популярно. Депеши фатура требует наличия адресанта. И моя машина создаст этот адресат, разрывая тем самым цикл. Как она это сделает? Спросите, что полегче. Не знаю, что это ее дело. Ждите демонстрации. Все. Кванледа слушали. Кванледу аплодировали. Но мало кто принимал его всерьез. Скорее всего, единственным человеком, относящимся к Кванледу серьезно, был сам Кванлед. И все же, когда он большой, грузный, с нахмуренным лбом, вновь и вновь обходил свою машину, мы чувствовали невольное уважение. В такие минуты Кванлет напоминал подвижника из тех, что носили в лосяницу, проповедовали птицам Слово Божье и годами вытачивали из куска дерева собственный гроб. Мы не понимали Кванледа, это было очевидно. С Ларкингаром под мышкой в компании черных шаров мы отдадим себе должное. Устроились в этой жизни недурненько, целый каравай был нам недоступен. Но и крошки со стола это тоже неплохо, особенно если одна крошка это бессмертие, другая вечная молодость, третья власть над временем и так далее. В конечном счете пресловутое предназначение человека, истинная задача фатура, оказалась невостребованным. Мы сожалеем о нем, но понарошку, для галочки. Так полагалось, однако про себя. Мы давно уже решили, что главное быть счастливыми здесь, сейчас. Кванлет же был из тех, что упорно взыскуют смысла бытия, даже себе во вред. Что движет такими людьми? Почему ядра их сердец бьют в эту непоколебимую крепость? Никто не знает. Странно, но никто не помнит, когда именно Кванлет запустил свою машину. День тогда был или ночь, шел дождь или было ясно. Здесь наша совершенная память неожиданно подводит нас. Не следствие ли это его эксперимента? Увы, Кванледа спросить не получится. После первого запуска машины он исчез. По словам очевидцев, словно растворился в воздухе, был и нету. Несколько дней мы ожидали обычных последствий черного шара и обновления. Шар, однако, так и не появился. Более того, из Данклига исчезла схема Кванледа, так что вернуть его мы больше не могли. Вновь перед нами во весь рост стала тревожная неизвестность. Удался эксперимент или провалился? Сумел ли Кванлет разорвать замкнутый круг? Скорее всего, мы уже получили ответ на этот вопрос, просто не желаем его понимать. Ответ этот заключается в новом разделе Лоркингара, который не так давно появился перед Данклигом. Раздел называется «Кванлет» и состоит из одной единственной фигуры. На пользование ею ученый совет института наложил запрет на выяснение обстоятельств. Вероятно, запрет этот бессрочный, но нас это волнует мало. И без того ни один обновленный не рискует пойти по стопам Кванледа.
Постиг он предназначение человека или нет, неважно, ведь что мы к нему, что он к нам, одинаково не можем пробиться. Перед запертыми воротами застываем мы в гнетущем молчании. Кванлет ушел, не оставив нам надежды. Возможно, мы должны обрести ее сами.